Такой Грузии вы еще не видели. Сегодня мы гуляем по нетуристическим местам. Это не местные. Аделина, Константин. И сегодня мы покажем вам не вот эти приевшиеся всем башни, Орби и прочие небоскребы. Нет, это только часть Батуми, и на самом деле меньшая часть. Сегодня мы с вами погуляем по настоящему городу и посмотрим, как живет тот район Батуми, где нет экспатов и иностранцев. Начинаем мы наш путь, отдаляясь от моря, и устремились в самую глубь города Батуми. Как вы любите. Вот так, чтобы у вас Чтобы закружилась голова закружилась. Напишите, пожалуйста, уже в комментариях, чтобы мы эти фишки уже перестали делать. Я пока монтирую, у меня, правда, голова кругом идет. Так вот, здесь, можете заметить, уже виды меняются. Вот такие вот дома, 5-6-этажные, обшитые, как называется, профнастил, вот это вот материал. То есть вот эти вот небоскребов здесь уже нет. Их сменяют пятиэтажки, жилые дома, привычные, я думаю, глазу многих людей. И вот сейчас... Не только пятиэтажки, тут могут быть еще и 5 и 5,5 этажей, и 6 этажей, потому что в Грузии настраивают на этажи, и как будто бы это не запрещено законом. Ну, не знаю, это правильно или нет. Идем дальше, я думаю, дальше еще интереснее будет. Посмотрите, что здесь можно купить. Карты Таро, маг-карты, пазлы, игры. Это называется Soul Shop, душевный магазин. Здесь мы уже запросто можем видеть вот такую вот инсталляцию из старых дверей, которые сняли, и, видимо, их должны выбросить, но пока они лежат здесь. И среди вот этого всего аутентичного такого вида мы так или иначе видим высотки, мы видим вот эти вот башни. Нам не нужна простыня, если ты для этого. У нас есть дома. Потому что висят очень низко. Белье висит низко, это нормально, потому что двухэтажное всего. Но бывает вот и на 15 этаже. Сушится белье повсеместно здесь, Кавказ, это про белье, которое сушится на улице, на вагонах, на веревках. А еще, уходя вглубь города, вы уже встретите куда меньше туристов, экспатов и куда больше именно местных жителей. Особенно здесь чувствуется, что очень много детей, они, скорее всего, идут со школы, да, откуда-то, и прям очень большая концентрация их, и все меньше и меньше русской речи, вообще иностранной речи, в основном грузины здесь живут. Я думаю, дальше, ближе к горам, еще меньше будет концентрация иностранцев. Этим и интересно, вот это вы не найдете ни у кого, у блогеров, потому что все обычно описывают такую жизнь около моря, набережная, там морской порт, парочку парков и старый город. А мы покажем вам то, что вы вряд ли где-то увидите еще. Смотрите до конца. Вот они, настоящие аутентичные дома.
где мы можем проследить одну особенность Грузии. Мы вам ранее уже о ней говорили, упоминали. Это самострой. Как вы можете заметить, дом пятиэтажный. 5 же этажей здесь или уже даже 6? 6. Возможно, он был пятиэтажным. Но посмотрите, как здесь по-разному оформлены лоджии, балконы, окна. Они все разные, из разных материалов. То есть здесь, очевидно, нет какого-то стандарта, и дом, который построили в одном едином виде, со временем местные жители переделали так, как нужно им. Как позволяла площадь, видимо, финансы и прочее. Это такая вот особенность Грузии. А еще, посмотрите, это вход в дом. Вот они, подъезды. Раз подъезд, вот 2 подъезд. И здесь, да, как будто бы мы видим двери, но они не закрываются. То есть никакого домофона здесь нет. Более того, впечатление, да, так и есть. Двери просто поставили здесь, их никто не фиксировал особо ничем. То есть вот такая вот дырка. То есть здесь их, по сути, быть не должно, вот этих вот дверей, по-видимому. Здесь должен быть просто вход в подъезд. Так что вот так вот интересно. Ой, мамочки. Здесь же стоят велосипеды. Ну и вот такие вот подъезды, в принципе, как и у всех. Тут же прям байк под навесом. Навес, видите, тоже он какой-то, как будто бы сделан, доделан, переделан. Вот какие-то газовые здесь котлы, которые вспыхивают. Вот этот сейчас вообще меня напугал. Вспыхнул, кто-то включил горячую воду. В общем, выходишь из одного мира в другой, правда? Да. Ну и подготавливая этот выпуск, мы хотели донести до вас кадры, ролик о тех местах, которые необычные, которые нет в вашем городе. Нам уже сложно об этом судить, потому что мы здесь живем уже больше года, и для нас это все уже привычно. В целом, атмосфера здесь, вот, я думаю, необычная. Не то, что вам показывают в блогах, в таких популярных, в каких-то визитках этого города. Нет, мы пытаемся сейчас еще глубже копнуть, посмотреть. Может быть, это будет вам интересно. Вот еще один жилой подъезд. Как вы можете увидеть, здесь есть лавочка, но здесь вообще нет никакой двери. Да, здесь есть какая-то кладовка, подвал. Здесь плитка, и сразу же начинается вход в квартиры. И вот такой вот вход на козырек, где мы можем увидеть цветы, сушится белье. Вот это подъезд. Подъезд без дверей. Он им здесь просто ни домофон, ни двери им здесь не нужны. А еще в каждом дворе, это особенность Батуми, в каждом дворе установлены вот такие вот беседки. И местные там играют в нарды, играют в шашки, просто отдыхают. Мне кажется, это очень здорово. Я вот такого не видела нигде, чтобы было очень много во дворе мест для отдыха. И это при том, что еще возле подъездов установлены лавочки. А самое удивительное, что ни на одном из этих домов нет объявлений о сдаче квартиры. Вот мы смотрели, ходили, гуляли. Нет, здесь как будто бы живут сами местные, и квартиры они не сдают. А если сдают, если вы знаете, где искать вот это вот жилье в нетуристическом районе, в таком аутентичном, где живут местные, вот как найти в аренду вот такое жилье? Если вы знаете, напишите нам в комментариях, и мы, и я уверен, другие наши зрители будут вам благодарны.
Вот видите, удивительным образом у 5-6-этажного дома, где есть подъезды, вырастают отдельные просто входы в дом. И обустраивают себе какие-то террасы, веранды. Но понятно, что этого изначально не было, это уже в процессе люди себе сами достраивают. Одна из таких колоритных частей Батуми, на самом деле не только Батуми, а вообще южных городов, мы это замечали также в Сочи, это вот такой вот способ сушить белье. Это на самом деле смотрится очень так экзотично, необычно, но здесь вот эти системы просто отлажены. Вы, наверное, думаете, как белье от балкона попадает туда? Здесь система на тросах. То есть люди возле окна, у них трос, они вешают на него белье, нижний трос подтягивают, и таким образом нижняя часть к ним приближается, а верхняя, на которой они повесили белье, отдаляется. Соответственно, на пустое место они вешают новое белье, и также подтягивая нижний трос, либо соседний, да, у них продвигается он вплоть до столба, на котором установлено. И здесь эта система, она везде. Поэтому вот такие вот такой способ сушить белье вы можете увидеть во всем Батуми. Но, конечно, не там, где ходят все туристы, не в Орби, не в всех вот этих вот таверах. Идите вглубь Батуми. И здесь вам откроется, мы называем это явление фестиваль белья. Яблоки 2 лари, лимон 5 лари, 2,5 лари хурма королек, груши 2,5, мандарины 3,50, но 3,50 это крупные, если будут помельче, они обычно стоят дешевле. 3,5 хурма, вот, видите, вот эти мандаринки, они поменьше немного, но стоят они уже 2,50, это грузинские. Гранат стоит 4 лари. 7 лари огурцы, 6,50 помидоры. В принципе, цены 2 лари фейхоа, но прям настолько мелкий, что вот прям, посмотрите, с мой ноготок. Он у меня очень маленький. 2 лари килограмм моркови. Ну, в общем, цены видите. Гамаджават. Ну и, конечно же, лепешки шоти разных вариаций. Да. Это кошка, которая живет около пекарни. Какие у тебя красивые глазки. Покажись. Какая ты чудесная. За это, наверное, надо ей дать что-нибудь. Где мы сейчас идем? Какая улица? В общем, вот сейчас будет вам карта, где мы находимся. Мы гуляем здесь чуть-чуть подальше от туристических мест. Ну, отличается город архитектурой, вообще самобытностью. Интересно. Ты снимаешь хоть, нет? Смотрите, что я увидел. Нет, не дом, а вот заборчик с такими торчащими, очень острыми стеклышками. Это что-то живодеры такое сделали. Смотрите. Приклеено, да? Они прям вмурованы в стену. Я думаю, для того, чтобы люди сюда не пролезали. И чтобы, ну, как колючая проволока, типа, ну, я думаю, что это очень опасно. Особенно для животных. Вдруг собака или кошка прыгнет ночью, да, не увидит и может себя поранить. Ну, зачем это сделали так? Это защита своего рода. Ну, понятно, что защита, но как-то очень небрежно это сделано и не подумали как будто бы ни о животных,
Ну и вообще как-то негуманно, очень негуманно. Ну, мне это так не нравится, короче. Ну вот понятно, что здесь вот тоже как бы защита, но это хоть видно, и, ну, не знаю, а там прям незаметно, они еще стеклянные. Вот. Странное впечатление. Такая сушилка на минималках. Белье сушится, такая маленькая сушилка. И вот дальше, как вы думаете, что это такое? Короче, висящие на ниточках засушенные цедра мандаринов, кожурки засушенные. И зачем это нужно? Кто знает, напишите. Я вот, честно, даже не догадываюсь. Еще одна изюминка Батуми — это продающаяся на улице одежда, причем, скорее всего, круглогодичная. Ну, где вот вы еще такое увидите? Вы можете купить от курточки, плаща какого-нибудь, ветровки, до шали, какого-нибудь платка. И вот эти вот разные всякие одежды. Ну, это необычно, мне кажется, это очень аутентично, именно вот Батуми. Да, и это не вещи бывшего употребления, это не секонд-хенд, это вот такие магазины одежды. И они по всему городу. Да, в части, где новый город поменьше, но если вы пройдете даже в старый Батуми, вы поймете, что вот такой формат магазинов одежды, здесь он очень распространен, и эти вещи правда покупают. Ну, вы здесь можете найти, как вы понимаете, различные бренды, от Диора до Шанеля. Все здесь на улицах Батуми. В Батуми есть все. Вот. Я не знаю, хорошо это или плохо, но, в принципе, наверное, удобно, что можно выйти на улицу и купить, например, себе там или сапоги, или какую-то сумку, или да даже вот Аделине нужна куртка. Так что мы сейчас посмотрим, да. Я уже выбрал одну, там, розовую. Угу. А здесь четко установленная фиксированная цена 5 лари. Все по 5 лари, смотрите, можно футболку, рубашку, что-то там такое, какой-то даже жакет или что там, курточка. То есть все, что здесь висит, 5 лари. Да, а здесь вот висит, здесь, наверное, подороже, но тоже недорого, я думаю, все. Все, что хотите, есть в Батуми. Даже корзины по акции с бельем. Ты почему себе куртку не выбираешь? Я тут подумала, что мне не нужна куртка. Посмотрите на этот красивый домик, который контрастирует с высоткой. Сегодня мы показали вам маленькую часть настоящего Батуми. В следующих выпусках мы также будем вам показывать, что же такое Грузия, какая она за пределами туристических мест, распиаренных мест, как на самом деле живут местные жители, какие у них дома, какие у них магазины, какие у них цены на те же самые фрукты. Вот сегодня мы частично вам показали. Выпить вина с апельсином не обещаю. Но смотрите дальше наши выпуски, я думаю, вам будет интересно.